Всем привет! Вы на канале Мазес Нитин, и сегодня мы вяжем завязочки и кетлевку самым простым способом для этой шапки-ушанки из нашего предыдущего мастер-класса. Ссылочку на мастер-класс мы оставим в описании под этим видео. Теперь начинаем вязать кетлевку. Смотрите, эта пряжа для кетлевки толстовата, поэтому я взяла, и вы можете взять пряжу любую, которая в 2 раза тоньше. Например, вот для вот этой ушанки я брала пряжу, у меня была в остатках Alizé Lana Gold Classic, там на 100 грамм 240 метров. Вот так получилась кетлевка у меня. Я подобрала в тон, это молочный цвет был, и это тоже молочный. А для этой шапки я хочу взять пух норки, вот такой длинный ворс. Здесь цвет 837, и буду вязать я в 2 ниточки. Мне кажется, что будет очень красиво. Буду брать в 2 ниточки. Одна будет с краю мотка идти, а другая из середины моточка. Мне понадобятся спицы 3,5. Я беру с леской 100 сантиметров. И крючок для того, чтобы потом пришить кетлевку. Итак, приступаем. И еще хочу вам добавить, что в 2 ниточки кетлевку вязать тонковато. Я взяла еще вот такую дополнительную катушку, которая идет к пуху норки в комплекте. И добавила еще ее. Так что кетлевку вяжем в 3 ниточки. 2 основные и одну вот такую дополнительную. Так будет намного лучше. Начинаем с затылочной части набирать, поднимать петли. Я начинаю с средней петли, вот сюда ввожу под верхние дужки спицу и вынимаю первую петлю. Так, подняли первую петлю. Затем у нас идет изнаночная петля, вот сюда под эту дужку, и вынимаем петлю. Вторая петля. И так продолжаем дальше. Здесь тоже под верхнюю дужку смотрим внимательно. Лицевая петля у нас идет. Подняли петлю. Дальше идем. У нас изнаночная петля. Под верхние дужки. Поднимаем петлю. Вот так. И таким образом по всему краю идем дальше. Следующая петля лицевая у нас. Вот здесь поднимем ее. Дальше продолжаем. Так, смотрите, дальше у нас идут косички. Мы под каждую косичку вводим спицу и поднимаем петлю. Так же само здесь под косичку вводим. Дальше нам легче будет. Переходим на ушко и под каждую косичку мы поднимаем петли. Вот дальше пошли у нас косички. И так доходим до угла. Вот смотрите, я дошла до скругления. Вот у меня набраны все петли под вот этой косичкой ровненько. И дальше у меня идут на повороте вот такие дужечки, тоже под них поддеваем каждую дужку. Вот косички закончились у меня. И дальше вот такие дужки идет. И под каждую дужку набираем петлю, продеваем. Набираем так до угла. И дальше тоже под косички. Вот дошли до скругления. И здесь, смотрите, на углу у нас тоже косичка. Вот под нее проденем. И дальше пошли у нас косички. Под каждую продеваем.
и вынимаем петлю, поднимаем петли. Дальше так до конца идем. Вот дошли мы до перехода на козырек. Здесь у нас такие немножко растянутые петли. Вот так продолжаем. Можно чуть-чуть ниже. Лицевая петля идет. Так, здесь мы в изнаночную дальше проденем. Так, чтобы дырка не получилась, у нас захватите в таком месте. Вот изнаночная. Дальше вот здесь подхватим. Вот идет дальше лицевая. Можно подхватить вот тут. Так, сейчас. Вот так подхватили. Смотрите, дальше мы переходим на козырек. И у нас он будет же вот так заворачиваться. И смотрите, по этой стороне у нас вот идет косичка. И мы сейчас все петли будем набирать так под вот эту косичку. Там у нас идет изнаночная. Вот, вот сюда. Чтобы лицевая петля оставалась у нас крайней. Вот здесь. Поднимаем вот так петли. Вот под вот эту косичку. Так, смотрим здесь. Дальше под косичку. Под вот эту. И так набираем по всему козырьку, по всему этому ряду. Продеваем петлю под вот эту косичку. Вот. Продолжаем так набирать. Чтобы вам легче было ориентироваться, смотрите, у нас здесь вот идут дырочки такие. Вот прям в эти дырочки продеваем. Петли вот сюда. Вот, видите? И они у нас идут вот здесь, в серединке. Ровненько. И дальше самостоятельно. Я дошла до скругления на козырьке. И вот что у нас тут получилось. Вот я под вот эту косичку все петли набрала. И дальше у нас идут вот такие петли. Продеваем сюда под них. Эти ниточки мы сейчас ничего с ними не делаем. Мы просто их потом спрячем в кетлевку. Вот так. И под вот эти дужки продеваем. Под вот эти косички дальше продеваем. Под каждую косичку. В общем-то, аналогично мы проходимся до самого края. Я дошла до конца ряда, набрала последнюю петлю, подняла. Вот. И вы можете сейчас установить маркер начала ряда. И вяжем сейчас лицевой гладью 10 рядов. Просто вот так берем и провязываем лицевыми петлями по кругу 10 рядов. Берем сейчас, провязываем самостоятельно и потом с вами встретимся. Я провязала уже не 10, а 11 рядов нашей кетлевки. И сейчас мы будем с помощью крючка обвязывать нашу кетлевку. Будем поступать следующим образом. Вводим крючок, вот у нас первая петля идет, спускаемся вниз и находим вот эту самую первую петлю и под нее вводим крючок, захватываем ниточку
вот эту петлю захватываем. Вот так, именно в серединке, за крайнюю. Для того, чтобы она получилась у нас не перекрученная на той стороне. Захватили, сняли ее. Можно слегка придержать, чтобы вы не потеряли ее. И захватываем рабочую нить, продеваем в нее и провязываем. Вот так. Выводим крючок и петлю на лицевую сторону. Теперь в следующую петлю, вот сюда, под лицевую, самый первый ряд. И вводим, и проверяйте, пожалуйста, на изнаночной стороне, чтобы мы под вот этот наш первый ряд вводили крючок. Захватываем следующую петлю, снимаем ее, придерживаем и провязываем. И теперь нам нужно соединительным столбиком соединить их вот так, петлю в петлю. Продели. Следующую петлю. Смотрим по дорожке, спускаемся вниз, самую нижнюю петлю, вот она, вводим крючок, захватываем эту петлю, придерживаем ее и провязываем. И соединительный столбик. Дальше еще раз смотрите. Спускаемся вниз по дорожке, продеваем, захватываем петлю со спицы, продеваем ее сюда, вынимаем и провязываем. И у нас получается вот такая косичка. Проверяйте с той стороны, чтобы у вас здесь тоже все было ровненько. Вот так. Вводим крючок, захватываем петлю, выводим ее сюда и провязываем. Вот такая косичка у нас получается. И так по всему краю, пока у нас не закончатся петли на спице. Провязываем следующим образом, как я показала. Сейчас вы провязываете так дальше самостоятельно и встречаемся с вами уже в конце этого ряда. Смотрите, когда вы захватываете здесь петлю, вот вводите вниз, проверяйте время от времени на этой стороне, чтобы мы вот этот нижний ряд тоже закрыли. Чтобы здесь все получилось ровненько у нас. Я дошла уже до конца этого ряда и все петли уже провязала. И у меня вот остается еще здесь, смотрите, одна косичка недовязанная. Я беру, возьму вот так вот сюда, введу в крючок к первой петле сюда. Захватываю нить. И еще один соединительный столбик сделаю для того, чтобы закрыть этот ряд. Вот так. Все, теперь эту петлю я вытягиваю. Обрезаю ниточку. Вот так. И нам нужно закрыть эту ниточку. Сейчас закрепим с помощью иглы. Вот таким образом проденем сюда под первую петлю. Вот так. Вот, и вернем ее вот сюда. Вот сюда. И ряд мы с вами закрыли. Так, и теперь нам нужно закрепить. Спрячем ее вот так сюда. Все, ряд мы закрыли. Все. Вот так петлевка красиво получилась у меня. Смотрите. Вот это у нас та сторона лицевая, которой мы обвязывали. Там, где мы набирали петли. Вот так получилось. А это изнаночная сторона. Смотрите.
Если вы хотите сделать, чтобы это была лицевая сторона, тогда наберите петли на изнаночной стороне. Вот, но мне эта сторона больше даже нравится. И сейчас я покажу вам, как спрятать вот эти кончики нитей в кетлевку. Можем с помощью крючка спрятать или с помощью трикотажной иглы. Я буду прятать с помощью крючка. Эту ниточку захватим, проденем под кетлевку. Так, и обрежем ее. И она там спрячется, и все. Будет аккуратненько. Не видно ее. Для того, чтобы связать шнурочек, завязочку, я вот здесь с серединки выбрала 4 петли. Вот среднюю петлю, и над ней набрала на спицы 4 петли. Прямо спицей вот так вот. Так, есть. Взяла ниточку и вязала шнурочек айкорд. Вот так. И обычными лицевыми петлями, как вяжется шнурочек айкорд, я вам сейчас покажу. Ниточку затягиваем, мы потом закрепим ее. 2 петли, 3 и 4. Так, очень аккуратно. Спицы я взяла 3,5. И теперь вяжем шнурочек айкорд по кругу. За переднюю стеночку захватываем лицевую. Стараемся петли не растягивать, для того, чтобы шнурочек получился аккуратный. Провязываем лицевыми. И снова передвигаем спицу влево. И так продолжаем вязать шнурочек айкорд. Вы можете выбрать какой-то другой способ. Возможно, завязочки вы хотите связать крючком, соединительными столбиками. Но я вяжу вот такой шнурок. И так продолжаем вязать где-то на нужную вам длину. У меня это приблизительно 15 сантиметров. Вот, довязываем последний ряд лицевыми петлями. Так, и когда у нас шнурочек уже готов, мы ниточку обрезаем. Вот так вынимаем спицу, вставляем крючок и собираем все петли, провязываем их вот так вот. Все, ниточку вынимаем. Можно завязать еще узелочек здесь. И кончик спрятать вот сюда в шнурочек с помощью крючка. Вот так продеваем. Вот, захватываем нить и прячем кончик в шнурочек. Вот таким образом. Все. Можно еще дальше спрятать. Так. И сейчас кончик этот обрежем. Ладно. И растягиваем, чтобы он спрятался у нас в середине шнурочка.
И все, наш шнурочек готов. Вот так он выглядит. Вот. Вот такая красивая ушанка у нас получилась. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отмечайте нас в своих публикациях, если вяжете по нашим мастер-классам. И присылайте фото своих готовых работ нам в Инстаграм. Мы обязательно опубликуем их в наших сторис. И всем пока-пока!